Привет, фанаты BTS сегодня. Вы готовы к самому большому сюрпризу в истории BTS? Правда ли, что новость, которая раньше считалась просто домыслами, наконец-то была доказана? И почему агентство, похоже, не хочет давать прямых разъяснений, хотя сигналы становятся сильнее? В последнем шокирующем развитии событий участники BTS Чон Чингук и Ким Тэхён, более известный как Ви, как говорят, готовят колоссальный план, который направлен на то, чтобы встряхнуть мировую музыкальную сцену в следующем месяце. Этот факт – не просто слухи фанатов или беспочвенные теории, веские признаки исходят непосредственно из их цифровой деятельности, внутренних отчетов отрасли и неопределенных, но стратегических заявлений источников, близких к лейблам HYBE. Шокирующее заявление было сделано вскоре после того, как мировое сообщество ARMY было потрясено загадочной активностью в их официальных аккаунтах в социальных сетях, где были показаны символы, цифры и двусмысленные фразы, такие как «Phase 2», «No more hold back» и «It starts in August». Первоначальные предположения предполагали, что это всего лишь часть рекламной головоломки, которую BTS часто делали в прошлом. Но на этот раз их передвижения сопровождаются очень заметной активностью музыкальной индустрии, бронированием студий в Лос-Анджелесе и Токио, частными визитами в международные студии визуального производства и просочившимся списком известных иностранных коллабораторов, таких как The Weeknd и Sia. Вопрос уже не в том, вернутся ли они, а в том, в каком формате они вернутся и какое влияние это окажет на азиатский и даже глобальный музыкальный ландшафт. Источник в HYBE, попросивший не называть его имени из-за конфиденциальности проекта, сказал, что планы Чингука и Тэхёна на самом деле были составлены еще в конце прошлого года, еще до того, как они оба ушли в армию. В годовом документе плана, просочившемся через форум южнокорейского онлайн-сообщества, есть большая повестка дня под названием «План индивидуальных и конвергенционных выпусков Taekook Q3 2025». В документе указан график выпуска 2 сольных альбомов и 1 международного сотрудничества, в котором они будут участвовать не только как отдельные личности, но и как дуэт с художественной концепцией, которую ранее не видели азиатские музыканты. Эта информация подтверждается наблюдениями за цифровыми релизами. Недавно Чингук зарегистрировал 3 новые песни на музыкальной платформе авторских прав Южной Кореи, в то время как Тэхён был замечен в студии Мин Хи Джин, креативного директора, которая ранее занималась концепцией дебюта Nujins. Что еще более удивительно, официальные японские аккаунты BTS в социальных сетях загрузили изображение силуэта 2 мужчин, стоящих перед сценой, со словами «Beyond Division», написанными на нем на заднем плане. Изображение продержалось всего 10 минут, прежде чем было удалено, но с тех пор скриншот стал вирусным среди ARMY по всему миру и стал вирусным на Weverse. Это не совпадение. Все это было словно специально организовано, чтобы вызвать эмоциональный взрыв у фанатов, особенно после их тихого периода в армии. Они знали, что этот момент станет началом новой эры, сказал Ли Сын Мин, корейский аналитик индустрии развлечений, который исследовал тенденции поведения фэндомов к поп за последние десятилетия. То, что делают Чингук и Тэхён, это не просто возвращение, а перепозиционирование творческой идентичности. И это очень редкое явление в разгар перерыва в деятельности группы. Итак, какие именно у вас планы на следующий месяц? И к чему сейчас должны готовиться ARMY? Согласно эксклюзивному отчету музыкального дистрибьютора Sony Asia Pacific, они получили внутреннее уведомление о том, что будут 2 крупных цифровых релиза под названием JKV Phase 1 и JKV Phase 2. С разницей в графике релизов всего в 2 недели. Это означает, что 2 участника BTS не только выпустят свою собственную работу, но и продолжат ее эпическим совместным проектом. Это не просто возвращение, это полная переориентация их положения в мировой музыкальной индустрии. Еще более удивительно, что инсайдеры Tokyo Broadcasting System, TBS, раскрыли 2 даты, 12 и 26 августа, как даты запуска главных музыкальных клипов, которые описываются как кинематографичные по длине и напоминающие короткометражные фильмы. Фактически, как сообщается, голливудский создатель визуальных эффектов был привлечен для участия в одном из видеопроектов. Однако, помимо стратегических планов и грандиозного производства, эмоциональная сторона проекта не менее электризующая.
В аудиоинтервью, которое не было опубликовано, но было услышано нашей редакционной командой через эксклюзивный источник, Чингук сказал: «Я долгое время держал в себе много вещей. На этот раз я буду говорить, не сдерживаясь». Между тем, Тэхён в похожей записи заявил: «Этот альбом не об имидже. Он обо мне. О чем-то, чего ARMY даже не знают». Эта цитата заставила многих фанатов предположить, что в нем будут элементы личной исповеди, глубокого размышления и стороны их жизни, которые ранее были скрыты от публики. Некоторые фанаты в интернет-сообществах даже упомянули возможность того, что одна из песен на альбоме Тэхёна будет говорить об одиночестве, психологическом давлении за камерой и отношениях между участниками BTS во время их перерыва. Эта проблема усилила любопытство публики, особенно после того, как в рекламном ролике HYBE появился визуальный код, который гласил: «Для людей, которые молча ждут». Это своего рода послание ARMY, которые остаются верными, хотя они почти не появлялись в СМИ в течение нескольких месяцев. Немногие сравнивали эту стратегию с моделью релиза Бейонсе или Тейлор Свифт, где таинственные концепции, загадочный маркетинг и неожиданные запуски доминируют в стратегии коммуникации с фанатами. Но Чингук и Тэхён, похоже, выводят это на более личный уровень, сочетая эмоциональные прикосновения, художественные визуальные эффекты и глубокий символизм. Реакция ARMY по всему миру, слезы, надежды и неизбежные толчки. Между тем, реакция ARMY по всему миру была неоднозначной, но в целом полной предвкушения. Мы никогда не были готовы к этому, но мы ждали этого долгое время. «Если они вернутся, мы будем там», — сказала Алиса Ким, поклонница BTS из Лос-Анджелеса, которая следит за группой с 2014 года. С другой стороны, некоторые фанаты выразили обеспокоенность потопом эмоций, потому что если личные заявления в альбоме действительно раскроют темную сторону борьбы этих двоих, то, скорее всего, будет момент массового плача, как во время выпуска The Truth Untold. HYBE по-прежнему непреклонна в своем нежелании делать официального заявления, несмотря на растущее давление общественности. Представитель сказал: «У наших артистов есть свобода творчества, и творческий процесс продолжается. Мы просим фанатов продолжать быть терпеливыми и оказывать им полную поддержку». Однако отсутствие официального подтверждения не означает, что общественность в растерянности. Вместо этого молчание добавляет веса домыслам и дает аналитикам, журналистам и фанатам пространство для того, чтобы сложить воедино все более интригующую головоломку. Если следующий месяц действительно ознаменует начало новой эры для Чингука и Тэхёна, то публика будет смотреть не просто музыкальный релиз. Они станут свидетелями истории. Импульс, который так долго нарастал, от их последних концертов перед уходом в армию до их эмоциональных заявлений в документальном фильме «Yet to Come», теперь обрел конкретную форму в их самых личных и монументальных индивидуальных работах. Мир может увидеть, как два южнокорейских музыканта сделают свои самые большие шаги в качестве сольных исполнителей. Но для ARMY это исполнение обещания, что даже если время пройдет, даже если сцена затихнет на мгновение, они вернутся. И на этот раз не просто как участники BTS, а как две фигуры, переписывающие свою историю с мужеством, честностью и глубокой любовью к тем, кто ждет.